Привет, народ! Сегодня у меня на обзоре инструмент, очередной инструмент от бренда Shidoku, модель инструмента PG4. Приехал вот в таком вот кейсе пластиковом. Вот, и в кейсе находится цепная аккумуляторная пила. Вскрываем, смотрим. Все, друзья, было упаковано в целлофановые пакетики. От пакетиков я избавился для красоты картинки и, соответственно, экономии времени. Да, была еще инструкция, которую я благополучно забыл здесь сюда положить. Ну да ладно. Итак, комплектация. Две шины 10 дюймов и шина 8 дюймов. То есть для тех людей, кому шестерки мало, 12 много. Как раз таки 8 и 10 как бы оптимальный вариант для работы где-то в саду. Вот шина выглядит следующим образом. Имеется также звездочка. Все крутится легко, плавно, аккуратно и отлично. Комплектуется зарядным устройством, опять же, бренд Shidoku. Заявлено 2 ампера. Два аккумулятора по 4 ампера. Вот в таких вот классных корпусах. Я думаю, все уже вы их прекрасно знаете. Вот это вот черный низ, это резина. То есть отличные корпуса аккумуляторов. Зарядку можно проверить как на кнопочку. Аккумулятор я полностью зарядил. Так и на вот эту вот клавишу для съема установки аккумулятора на инструмент. Итого у нас в комплекте 2 аккумулятора, довольно таких увесистых. Собственно говоря, цепочка для шины 10 дюймов. Цепь с шагом 1/4. Кому непонятно, позже мы с вами все это разберем, как это все дело измерять. Ну и вот сама пила. Как мы видим, пила из коробки уже практически готова к работе. То есть оснащена шиной и цепью. Нам остается вынять, залить масло, вставить аккумулятор, ну, соответственно, предварительно зарядить до конца аккумулятор и пойти работать. Значит, давайте немножко по дизайну. Смотрите, какой дизайн пилы. У меня первый раз в руках такой дизайн, такой, я бы сказал, немножко агрессивный. Ну вот. То есть сделано качественно, четко. Смотрим по сборке. Шов виден. Абсолютно никак и ничем не чувствуется. Все, что черное, это обрезинка. Значит, шов по пластику тоже есть. Ну, пальцами, в принципе, чувствуется шов и шов, но облоя как такового, в принципе, как бы и нет. То есть сборка, я считаю, замечательная, отличная. Пила оснащена кнопочкой блокировки, то есть предохранителем таким, чтобы случайное нажатие у нас не осуществилось. Нажимаем здесь кнопку, и только тогда у нас нажимается пусковой этот вот курок. Как я упомянул, уже оснащена бачком под масло. Смазка автоматическая. Здесь, друзья, установлен у нас клапанок. Я уже сделал не одно, наверное, видео по данному поводу. Дело в том, что вы заливаете масло, потом пишете, что пила, то есть не смазывается. Одна из причин это то, что у вас, видите, клапанок тут. И он в центре имеет, вот видите, разрез. В некоторых случаях приходит клапан спаян. То есть фокус в чем? Насос нагнетает масло на цепь. И сюда, в это отверстие, должен попадать воздух. Если воздух сюда не попадет, то у нас получится в бачке разрежение и масло не поступит. Поэтому первым делом смотрите на вот этот вот клапанок. Имеется вот такой вот кожух, даже длиннее, чем 8-дюймовая шина, что я считаю тоже довольно-таки неплохо. Пила оснащена полуавтоматической, я бы сказал бы, подтяжкой цепи. Везде почему-то пишут автомат, но для меня это полуавтомат. Вот отпускаем вот этот вот барашку. И после того, как получили пилу, давайте немножко я приотпущу. Вот так вот, видите, я отпустил. Берем и подтягиваем цепочку. Нельзя перетягивать, ну и не дотягивать тоже нельзя. Вот. Не надо цепь делать, как струна на гитаре, друзья. Вот самое то. Отрегулировали, и этой вот гаечкой, барашкой зажали. После чего все, ставим аккумулятор, идем как бы работать. Давайте сделаем мы с вами контрольное измерение с 8-дюймовой шиной без аккумулятора. Килограмм 430. Ну и давайте сюда добавим аккумулятор. Может быть, как-нибудь вот так. Итого, имеем 2 килограмма 79 грамм. Ну, если мы зальем сюда еще немножко масла, то получим 2 килограмма 100 грамм
рабочего состояния, так сказать, пилы. Так, давайте открутим, посмотрим, что да как у нас устроено. Вот такая вот гаечка. Снимаем сам механизм натяжки. Для этого немножко надо приотпустить. Имеем вот такой эксцентрик, который упирается своим краем. Вот. Давайте шинку я возьму, покажу на шинке поближе. То есть данный эксцентрик упирается вот сюда, в этот вот шип. Тем самым подтягивая вперед шину и натягивая нашу цепочку. Вот так выглядит внутрянка. Опять же, звездочка в перевернутом виде. Снимаем все это дело и посмотрим, что у нас да как дальше. Опять же, друзья, я вам продемонстрирую. Опять, если мы берем пилу так, с шиной так, то обращайте внимание, как должна быть установлена цепь. То есть вот здесь у нас есть режущая кромка, вот крючок, вот здесь вот. И она должна идти вперед сверху. Здесь тоже написано и нарисовано то же самое. Направление движения цепи и где и как расположен зуб. Вот. Вверх идет вперед, ну а когда мы уже режем, то зуб идет к нам и цепляется за древесину и, соответственно, происходит резание ее. Дальше вопрос. Вопрос в том, как определить, что за цепь. Но опять же, когда вы получили цепочки вот в комплекте, то у вас здесь все указано. То есть 1/4 дюйма. Отражение идет, видите, 1/4 дюйма. Как это все дело померить? Давайте начнем с шага цепи. Вернее, с количества звеньев. Частые тоже вопросы. Я, смотрите, что беру. Нам надо с вами посчитать вот количество этих вот зубчиков, да, которые у нас заходят в паз шины. Не сверху, а вот именно в паз шины. Ну, как я обычно считаю, смотрите. Слаживаю здесь, у меня, видите, под пальцами 2 зубчика. И здесь под пальцами тоже 2 зубчика. И напротив друг друга остальные ставлю. То есть и считаю попарно. У меня здесь получилось 23 пары. Соответственно, 43 звена этой цепи. Дальше, как узнать шаг цепи? Берем цепочку. Берем не то линейку, не то штангенциркуль. И мы видим, что есть какие-то заклепочки в нашей цепи. И мы измеряем расстояние между 3 близко лежащими заклепками. Давайте хоть примерно как-то замеряем. Ну, где-то что-то в этом вот районе. Что-то в этом районе. По центрам заклепок. И мы смотрим. О, 12,69. Ну, короче, 12,7 должно получиться. Получили число 12,7. Видите, положил штангена, но перескочило 12,7. Получили число 12,7. Делим это все дело на 2. Получаем 6,35. А 6,35, то есть 6 миллиметров 35 сотых. А 6,35 это и есть вот это вот самое 1/4 дюйма. То есть дюйм у нас 2,54. Если мы его поделим на 4, то получим 6,35. Есть еще несколько видов цепей. То есть с разной раздюймовкой, будем так говорить, да. Вот. Поэтому вы теперь знаете, как измерить, допустим, свою цепочку. И один еще из основных параметров. Опять же, берем этот зубчик, который у нас входит в шину, и измеряем толщину. Есть таких 2 стандарта, как бы, их может быть, наверное, больше, но есть 1,1 мм и есть 1,3 мм. Ну, вот так вот берем и измеряем. Ну, получаем 1,08, что равно, в принципе, 1,1 мм. Вот, ширина паза. Теперь, друзья, что в планах у меня измерить обороты. Да, до оборотов, смотрите, есть у нас, опять же, здесь резиновая вставочка. Я ее называю масляная ванночка, в которой есть отверстие. В эту ванночку подается, соответственно, масло для смазки, которое поступает у нас так. Вот так у нас стоит, да, сверху. Все, отверстие давайте будем проверять, а то было раз, что не там. Да, здесь все там. То есть вот так вот устанавливается шина. Отверстие вы видите, здесь отверстие видите. Вот. И через эту масляную ванну подается в это отверстие смазочное масло и мажется наша цепочка. Вот так, про ванночку рассказал. И теперь в планах измерить обороты. Обороты, друзья, у нас заявлены 5000. Обороты холостого хода. Значит, смотрите.
я подготовил метку. Вот она, отражайка. Долго я ее упорно клеил, так как это все дело было в смазке, пока не обезжирил, не смог приклеить. Потом я проверил, уже не буду я видео показывать, чтобы не затягивать время. Проверил, чтобы не было лишних отражений, то есть на дисплее у меня был 0 без метки. Ну и наклеил метку, и давайте, друзья, с вами будем вместе смотреть, сколько же у нас оборотов. Поехали! А у нас 7000, я бы сказал, 700 оборотов. Опять тот случай, когда в характеристиках указано меньшее количество оборотов, нежели оно есть на самом деле. Давайте еще одно измерение. Вот, как вы сами видели, 7700 оборотов. А заявлено всего лишь 5. Отлично, шикарно. И с такими оборотами наша пилка должна резать еще, как говорится, лучше. Ну а теперь что? Разбираем, смотрим внутрянку. Ну что ж, разобрал я пилу. Вскрываем, смотрим. Хоп. Так, будьте аккуратны, друзья. Вот смотрите. Вот такой вот короткий шланг. Видите, установлена пружинка от перегиба. То есть нам нужно это все дело аккуратненько снять. Нежно-нежно тянем за шланжик, и все это дело снимается. Вот такой вот бачок под масло. Ну, примерно 2 спичечных коробка объемом. По пластику тоже претензий никаких нет. Ну, не так много тут, допустим, ребер жесткости, как у гайковерта, не то шуруповерта, да. Но нагрузки здесь никакие и перегрузки, соответственно, пила не испытывает. Поэтому, видимо, так сделано. А так он крепкий, тоже дубовый, классный. Проблем я не вижу по пластику. Ну и вот так все это дело устроено. Погнали отсюда смотреть что да как. Контактная площадка, пайка. Ну, я бы сказал, она хорошо. Немножко пожалели припоя, но припаяна, в принципе, качественно. Здесь так, здесь так. Контроллер у нас имеет следующий образ. Ну, соответственно, все залито компаундом. Обратите внимание, пайка замечательная просто. То есть припоя не пожалели. Провода, как всегда, идут силиконовые у нас на наш бесщеточный трехфазный движок. Так, что у нас по маркировке? Маркировки-то никакой я, в принципе, как бы здесь и не вижу. Как всегда и как... Опа, под углом немножко заметил. Вот здесь вот надпись. Здесь вижу год какой-то выпуска и, наверное, все. Внизу в правом уголке десяточка. А тут HT или что-то в этом роде. Так, кнопка. Самая простая кнопочка включения-выключения. Кому интересна маркировочка, ну вот так вот, наверное, вы все это дело прочтете. И переходим к самому вкусному. Вот такой вот движок стоит уже в собственном корпусе. Что, как говорится, не может не радовать. А что у нас тут работать будет, если мы покрутим крыльчаточку? Да, все крутится, все как... Все отлично. Так, и редуктор закрыт. Смотрите, прикол. 5 винтов и 5-й винт фиг стоит насосик. Насосик, который... Так, у нас тут на глаз торкс 10. Берем торкс 10 и проверяем. Да, и снимаем, друзья, сразу насосик, чтобы добраться до нижнего винта. Напоминаю, винт под ключ торкс 10. Так, сняли. Снимаю вот этот вот шланг. Тоже старайтесь аккуратно. Хлоп, готово. Кстати, в шланге находится масло. Видимо, проверялась пила перед продажей. И смотрите, вот видите, тоже находится капелечка масла. Вот в этом патрубке. Вот такой вот насосик. Да, даже масло пузырится там, видно. Плюх, видите. Опа, оно вышло. Есть масло. Значит, проверяли на заводе все это дело. Значит, мы можем быть с вами уверены. Ну и нам открылся доступ к этому винту. Так, движок у нас, в принципе, как бы ни на чем не держится. Видимо, подшипник закрыт хомутом в виде корпуса редуктора. Ну что ж, давайте, наверное, при вас все это дело быстро я откручу. Откручиваю, кстати, уже стараюсь вот этим импактиком. Но
друзья, зажимать им я вам не рекомендую. Потому как лучше зажать все это руками, с чувством, с толком, с расстановкой, не сорвав, соответственно, резьбы. Так, готово. Да, все в масле, поэтому, видимо, все это дело проверялось. Ну что ж, скрываем редуктор. Это сделать не так просто. Опа, пошло, опа. Как мы видим, смазка присутствует. Шестеренка вся у нас в смазке. И смотрите, какая система. Вот. То есть передача практически как у болгарки. С мощной такой, с большими и мощными зубами шестеренкой. Здесь тоже коническая шестерня. То есть мне даже кажется, что этот вариант еще лучше, чем в предыдущих всяких вот этих вот пилках. Хотя все пилы обычно как бы работают без проблем. Никто пока не жаловался. Так, пытаемся вытянуть все это дело. Ага, не так это... Опа! Просто здесь установлен подшипник. Друзья, ну извините, так близко уже плохо вижу. Вот, очки тоже лежат. Давайте попробую, хотя такие мелкие надписи даже и в этих очках мне плоховато видны. Значит, не то 507, не то 607. Ну, опять же, настолько плохо видно, что я не знаю. Может быть, вам как-то вот на увеличении будет что-то видно. Так, с этим проехали. Хотя подшипник-то, в принципе, как бы не какой-то там заумный. Всегда этот подшипничек, если выйдет со строя, хотя я сомневаюсь, его можно найти. Значит, наш насосик приводится вот таким вот, друзья, червячком. Все это дело у нас установлено вот как-то так. Червячок крутится, видите, очень малое количество оборотов попадает на наш насос. Ну, в принципе, если ему дать оборотов, то он быстро все это масло выплюхнет, и смысла от этого нету. А так он медленно будет крутиться. Кстати, червяк сухой, от слова совершенно, я бы сюда, наверное, немножечко какой-нибудь смазки положил. Да я, наверное, и положу. Такой же вот синей смазки, как и здесь. Чтобы хоть как-то, хоть что-то здесь было жирненько. Ну и вот наш весь редуктор. Так, кому интересно, и мне интересно, давайте-ка мы сделаем такое вот взвешивание. Почему не 0? 0. И вот именно вот эта вот часть, этот вал, 129 грамм. Ага, вам не видно, как всегда. Ну вот, 129 грамм. Больше, в принципе, тут взвешивать-то и нечего особо, поэтому больше, наверное, я взвешивать ничего и не буду. Так, давайте-ка немножко померяем. Что у нас здесь? Здесь у нас, видите, 3 шестерки, 6,66. Диаметр червяка, кому интересно, измеряем 27,81. Вторая точка измерения 27,81. Третья точка измерения 27,84, видите. Так, сама шестеренка 48,13. Так, теперь давайте переходим к подшипнику. Подшипничек, может быть, вы даже сами все это дело и прочтете. Уже не буду я брать эти очки, но их в баню тоже. Подшипник распространенный, 26 миллиметров. Вал у нас 10 миллиметров. Вся длина у нас чего? Чего? 59,41. Так, эту часть мы померили и посмотрели. Смотрим теперь движок. Вынимаем полностью все потрошки. Здесь у нас устроено все следующим образом. То есть вот есть такая постель для подшипника, куда он зажимается, в принципе, как и в остальных инструментах, да. Значит, здесь в задней части у нас в двигателе установлен, я так понимаю, свой подшипник. А вот в передней я даже и не знаю. Да, видимо, что-то есть и в передней, потому как вал вращается недвижимо. А если тут аж 3 подшипника... Ну, друзья, не хочу я разбирать этот моторчик. Обычный мотор. Вот, на 6 обмоток. С проводом на глаз примерно в миллиметр, не меньше. Вот такая вот коническая шестеренка. Значит, подшипник у нас... Так, проверочку сделаем. 0. Подшипник у нас 22,14. В принципе, как бы и все. Ну, то есть, изготовлено, я бы сказал, довольно
неплохо. Я уже вот в смазку все вымазал. Отлично. Отлично, проверим, как говорится, в деле. Ну, в принципе, это и, наверное, и все. Собираю и пойдем все это дело мы с вами тестировать. Да, все-таки смазки я немножечко сюда вот положу, чтобы все это плавало как бы по смазке, а не на сухач. Итак, собрал я свою пилу. И, как вы все помните, у меня недавно было видео шортс о стороне установки данной приводной звезды. Так вот, друзья, хотите ставьте как хотите, я с вами уже спорить и обсуждать данную тему не буду. Кому интересно, переходите на недавнее видео шортс и смотрите. Ну а я перевернул и поставил по-своему. Вот, это мое субъективное мнение. В том видео я привел один из аргументов, почему нужно ставить данную звезду именно так. Вы же ставьте как хотите. Итак, народ, приступаем к тесту данной пилки. Значит, смотрите, пила абсолютно чистая, абсолютно новая, ни разу не БУ. Буду с вами вместе, так сказать, экспериментировать и проверять. Заливаем маслице. Использую трансмиссионное красное масло, ну, красного цвета, для того, чтобы так, листик не улетит. Для того, чтобы понять, пойдет оно или не пойдет. Ох ты, ё-моё, смотри, что сделал. Кашу маслом не испортишь? Ну и на какой хрен вы это сказали? Весь облился. На улице ветер. На улице ветер, облил пилу. Ну, облил и облил. Ладно. Закручиваем пробочку. Так. И взял я, друзья, белый листок бумаги для того, чтобы запустить пилу и посмотреть, как быстро пойдет масло. Значит, смотрите, вам я так делать не рекомендую. Почему? Потому что очень сильно будет греться пила на сухую в районе звездочки. И очень сильно цепочку не натягивайте. То есть не надо делать как струна. Вот немножко отпущена. И все. Потом в процессе работы лучше подтянуть, нежели она будет греться и растягиваться. Поэтому вы перед первым использованием либо из какого-то пузырька смочите цепь, либо просто ее окуните куда-нибудь там в баночку с маслом, чтобы у нас звезда и все это вот вокруг покрылось маслом. Ну а я буду экспериментировать ради, так сказать, вас. И будем смотреть. Ну что ж, погнали. И как мы видим, масло пошло. О, вот как это работает. Секунд сколько там, наверное, секунд 10 прошло. И маслице уже пошло отлично подкачиваться насосчиком и смазывать нашу цепочку. Ну что ж, а теперь попробуем немножко порезать. Резать будем вот такую полиняку. Предположительно, это черешня. Но могу, друзья, и ошибаться. Поэтому давайте пробовать, что это как получится. Наверное, вот так по этому камелю и рубанем. Посмотрим. Цепочка у меня не растянулась. Даже, наверное, немножко сама собой как-то подтянулась. Температура в районе звездочки нормальная. Поэтому поехали. Вот, не думал, что она будет такая твердая. Ну, слышно просто, что очень твердая древесина. Вот так это все дело у нас режется и пилится. То есть, как бы
Все дело нормально, что касаемо такой вот аккумуляторной пилы. Сейчас скажут, моя бензопила быстрее. Конечно, бензопила, возможно, быстрее, но это у нас не бензопила. Это пилка для сада, огорода, дачи. То есть режет она отлично. Давайте еще разок. Так, как же тут удобнее все это взять. Вот как-то так. Поехали. Хоп, готово. То есть берет она, в принципе, отлично. Ну, честно скажу, не думал я, что черешня такая твердая. Хотя, друзья, могу и ошибаться. Может быть, это даже и груша. Если это груша, то это вообще, вы сами понимаете, очень твердый материал. Давайте еще разок. То есть режется все как бы налегке. Вот наш брусочек. Вот так он выглядит. Это, скорее всего, груша все-таки. Что-то на черешню, она сильно твердая. Опять же, могу и ошибаться. Ну что, еще один заключительный рез. И потом покажу кое-что. Сейчас я стараюсь поддавливать. Вот, друзья, режет все это дело, конечно же, быстро. А теперь я хочу вам продемонстрировать, что я вас не обманул никоим образом. Да. Видите, что здесь делается? Звезда у меня установлена следующим образом. И, в принципе, никак, никуда цепочка у нас не сваливается. Так что вот такие дела. Пилку вы сами видели. Вещь достойная. Режет четко, аккуратно. Даже вот последний раз, я не знаю, вы слышали, не слышали, я говорил, что пытался поддавить. Тянет, волочет. И все как бы совершенно отлично. Вот немножечко можно сейчас подтянуть цепочку, чтобы она была не как струна в гитаре. Цепочка смазана даже вот на пальце, на ощущение. В районе звезды холодная. Ну, как холодная? Тепленькая, конечно. Куда она будет холодная? Ну что, заключительный рез. Еще разок. Поехали. Вот такая красотень получается. Можно делать даже панно. Такие вот брусочки в виде сердечка практически. Все, народ. Кому интересно, опять же, ссылка в описании. Вот такая вот прикольная пилка. Грызет отлично. Просто отлично. Вот. Масло подается автоматически, что очень приятно. И абсолютно не напрягает это вот теперь доставание с кармана пузырька и смазка. И даже вот этот вот нагнетатель. Хотя, когда есть нагнетатель, это уже какой-то плюс по отношению к пузырьку, когда мы смазываем с вами цепочку. Здесь же все происходит автоматически. Сколько маслица осталось, я вам сейчас примерно скажу. Масло вылетает довольно неплохо. Налил я полбачка и уже где-то в самом низу. Ну, показать вам, сами понимаете, не могу. Вот, маслица уже в самом низу, поэтому при работе, друзья, наблюдайте обязательно за уровнем масла. На этом все. Всем пока. Вот такая пила. Я все деньги вон проедаю и трачу на шлю деньги родне.